Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, внимание, сообщение от Блумберга. Евросоюз не сможет сократить поставки российского газа, что ставит под угрозу планы отказаться от топлива из России к 2027 году. С начала текущего года поставки возросли и составляют порядка 20% от общего импорта газа Евросоюзом. В прошлом году было 15. Борис Леонидович, что это такое происходит? Они же себе сами запретили с 27 года покупать российский газ. А Блумберг пишет, что нет, не смогут. Давайте все-таки не забывать, что Блумберг, во-первых, пишет с той стороны Атлантического океана, может, ему что-то не видно, может быть, ему что-то непонятно, а может, он предпочитает просто опираться на полученные числа, а не на мнение коллективной Анны Лены фон дер Шольц. Действительно, акт Repower EU, принятый еще весной 2022 года в действии, он действительно предусматривает полный отказ от всех первичных энергетических ресурсов из России. То, как он был разработан, понятно, что это не было связано с событиями февраля 2022 года. Принят он в марте, это значит, что его готовили значительно до. И я думаю, что он был достаточно аккуратно увязан с теми планами, которые имелись у производителей сжиженного природного газа на территории Соединенных Штатов. Там действительно, начиная с 2027 года, предусматривается, по крайней мере, на день сегодняшний, правда, не все еще подтверждено окончательными инвестиционными решениями, расширение производственных мощностей больше, чем на 100 миллионов тонн. И, казалось бы, этого вполне достаточно. Пересчет достаточно простой. Умножать надо на 135 тысяч, то есть 100 миллионов кубометров, это порядка 135 миллиардов кубометров газа. Действительно можно заместить все. В чем сейчас сомнение Блумберга, мне сказать сложно. Если посмотреть на статистику того, что происходит на газовом рынке Европы, то видно, что приблизительно на тот же объем, на который сократились объемы поставок трубопроводного газа «Газпрома», настолько снизилось потребление газа. Можно говорить о том, что они отказываются от российского газа, но на самом деле они отказываются от газа вообще. Впереди еще 2 года, если работать в таком же темпе, в этом году ожидается, предварительно, если не будет, конечно, морозов в ноябре, в декабре в Европе, снизится еще процентов на 5, то есть год за годом они движутся вот к той самой своей заветной цели остаться вообще без ископаемого топлива, и будет им хорошо. Единственное, что сейчас мешает промышленности населения, не исключено, что Евросоюз сможет справиться с этими двумя проблемами, раз они мешают, их надо просто устранить. Если говорить, почему в этом году 15 и 20% вроде числа рядышком стоят, но на самом деле это увеличение по объему поставок почти на 30%. Если с нашей стороны смотреть. В связи с чем это произошло, тоже известно. Заканчивается в этом году договор о транзите газа через газотранспортную систему Украины. Соответственно, те европейские компании, которые продолжают закупки газа у «Газпрома», постарались, насколько я понимаю, по максимуму забрать все оставшиеся поставки. Может быть, какие-то недополученные с прошлого времени остались. Хорошо. Закачали и закачали. Что будет, начиная с января текущего года, сказать сложно. Мы это уже неоднократно обсуждали. Заканчивается транзитный договор с оператором газотранспортной системы Украины у «Газпрома», но это вовсе не значит, что прекратится транзит. Тут уже какие-то интриги идут. Словакия предлагает выкупать газ на текущей российско-украинской границе с тем, чтобы по территории Украины шел уже словацкий газ. Есть какие-то предложения, переговоры, судя по словам президента Азербайджана Алиева, переговоры идут. Я не думаю, что Алиев вот такую новость придумал в режиме Блумберга, то есть методом пальца тыка в потолок. Какие-то переговоры идут. Это, так скажем, условно, своповые поставки. Азербайджан закупает российский газ, подписывает договор с «Газпромом» о поставках по территории России, подписывает договор с оператором газотранспортной системы Украины
по поставкам через газотранспортную систему. И дальше у нас начинается Европа. Европа уверенно рапортует о том, что к ней пришел азербайджанский газ. По документам это вполне допустимо. Другой вопрос, что мы никаких подробностей этих переговоров не знаем, но понятно, что какие бы вот эти схемы не изобретались, включая европейскую аукционную, так называемую, договор о транзите не подписываем, но регулярно проводим аукционы на транзитные мощности со сроками от суток до года, по-разному можно. Но в любом случае все упирается в то, что для осуществления технической передачи газа необходимо будет подписание договора между «Газпромом» как оператором единой системы газоснабжения России и оператором газотранспортной системы Украины. Как известно, указом некоего Владимира Зеленского любые переговоры с любыми российскими компаниями, всем компаниям, находящимся под юрисдикцией Киева, это просто запрещено. Так что не исключен вариант, когда действительно транзит прекратится, не договор, а именно транзит. Возникают сложности у Словакии, возникают сложности у Австрии. Но я думаю, что на этот отопительный сезон риски купированы тем, что по последним данным от НЦГ, Ассоциация компаний операторов газотранспортных систем, объем закачки в подземные хранилища газа в Европе превышает 95%. Если зима будет не сильно морозная, то этот отопительный сезон удастся пройти. Что и как будет происходить дальше, какие мы увидим изменения к 2027 году, не забываем, что совсем скоро предстоят выборы в Соединенных Штатах, и неизвестно, как там будет выглядеть обстановка, там мнения были самые разные. Байден считал, что не нужно выдавать новые лицензии на экспорт сжиженного природного газа для тех проектов, в которых инвестиционное решение еще не было принято. У Трампа другая точка зрения. Еще там есть Камала Харрис, которая тоже вроде как должна стать президентом или не должна стать. Не исключено, что те планы, которые у Соединенных Штатов имеются по наращиванию мощностей сжижения природного газа, не будут нереализуемы. Там финансовая обстановка, так скажем, у государства не самая благоприятная, и давление зеленого лобби достаточно значимо, с одной стороны, с другой стороны, с учетом продолжающегося и потихоньку расширяющегося переезда европейских компаний реального сектора экономики в Соединенные Штаты, может быть, начнет расти спрос в самих Соединенных Штатах. Так что сказать, что в прогноз Блумберга стоит верить безоговорочно, мне кажется, не стоит. Не исключено, что сокращение того самого реального сектора экономики, прежде всего энергозатратных предприятий, где я имею в виду отрасли химическую, металлургическую, бумажную и так далее, будет идти такими темпами, что, собственно говоря, газ уже и не понадобится. Не будет там никакой зависимости, независимости. Можно будет весь тот объем, который из России сейчас поступает, прекратить закупать, потому что просто не нужно. Единственное, что при этом стоит помнить, что Евросоюз – это 27 государств, и не все из них будут довольны тем, что прекратятся трубопроводные поставки. Прежде всего, та самая Словакия, та самая Австрия, у которых морских границ нет, возможности самостоятельно закупить для собственных нужд СПГ нет. Нужно договариваться со странами, имеющими выход на побережье, имеющими регистрационные мощности, да еще и трубопроводы, которые позволят поставить газ в обычном состоянии в Австрию и в Словакию. Так что, на мой взгляд, это не предсказание, не прогноз, это такая вот мысль вслух, что может произойти и вот такое, что без российского газа не обойтись. Но поскольку руководство Еврокомиссии по большому счету не сменилось, по-прежнему гинеколог всей Европы пытается командовать парадом, нельзя исключать того, что сокращение пройдет в таком темпе, что вообще ничего не понадобится. Как будут решать свои проблемы Словакия и Австрия, мы тоже неоднократно рассматривали.
Наверное, наиболее оптимальный с логистической точки зрения вариант – это получение газа из Германии, которая за государственный счет построила себе несколько регистрационных терминалов, в том числе и в том же порту, куда приходили обе нитки, все 4 нитки северных потоков. Наземная часть цела, соответственно, если принять с моря, можно прокачивать дальше. Газотранспортная система Германии связана с газотранспортной системой Чехии, та, в свою очередь, со Словакией. От Словакии до газового хаба Баумгартена расстояние в десятках километров измеряется, даже не в сотнях. Ну, может быть, это будет чуть дороже, но, с другой стороны, рецепт известен. Закрыть еще десяток заводов, и тогда не так много денег можно тратить. Борис Леонидович, тут пишут, что вот все пытаются сокращать закупки, а Бельгия начала не только выбиваться в плане сокращений, а возобновила поставки газа из Российской Федерации. Это как так? Ну, не будем забывать географическое положение Бельгии, побережье. Это одна часть вопроса, то есть СПГ принять можно совершенно спокойно. И Бельгия это в газовой отрасли это транзитное государство. Есть магистральные газопроводы, которые соединяют ее с Англией по дну моря. Есть магистральные газопроводы, уходящие вглубь Европы. То есть Бельгия в данном случае тот посредник, который не нарушает действующее законодательство Евросоюза. В 14-м пакете санкций была запрещена перегрузка на СПГ на суда из третьих стран. Ну, Бельгия торгует внутри Европейского Союза, значит, здесь все в порядке. Но поставки в Англию осуществляются по трубопроводу, значит, тоже закон соблюден. Если Бельгия считает в данной ситуации для себя выгодно зарабатывать дополнительные деньги за счет вот такого транзита, ну, кто же ей может запретить? Если она не нарушает законы, она и будет увеличивать. А это значит, что увеличивается спрос в материковой части Европы. Не исключено, что газ поступает в том числе и в Англию. Морской магистральный газопровод BLB, аббревиатура, работает в режиме коннектора, то есть может поставлять газ в Англию, может получать газ из Англии. В Англии собственных подземных хранилищ газа после проблем, которые на морском ПХГ возникли, практически не осталось. Нельзя исключать, что Бельгия закачивает полученный СПГ в подземное хранилище на территории Европы с тем, чтобы потом его поставлять еще в Великобританию. Там есть поле для маневров, такая не очень крупная, но вполне приносящая прибыль спекуляция с сжиженным природным газом, так почему бы и нет? Тем более, что, как показывает европейская мудрость, если Бельгия покупает российский газ, то все остальные покупают уже бельгийский газ. Все в полном порядке. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляет, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют, и нас вместе с ним. Подписывайтесь на Telegram Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях всего происходящего. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru.
Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.